Привет! И да, спустя год выходит продолжение ролика с самыми частыми ошибками новичка в фотошопе при обработке фотографий. Но лучше поздно, чем никогда. Я обязательно рекомендую вам посмотреть первую часть этого видео, потому что она до сих пор актуальна, и все, что я буду озвучивать в этом видео, отлично от того, что было в том, и поэтому два ролика как бы дополняют друг друга. Поэтому первая часть и вторая. Сегодня на примере работ, которые вы скидываете мне в группу на критику и на мои стримы, я разберу еще одну порцию самых частых ошибок, а самое главное покажу, как их исправить. Ролик точно будет полезен, поэтому ставь лайк, пиши комментарий и, конечно же, делись со своим другом, который фотошопит, чтобы и он смог прокачать свои навыки. Ну а сейчас минутка спонсора, и мы начинаем. Поехали! Если вы профессионально занимаетесь дизайном, то хоть раз задумывались о покупке профессионального монитора, который поможет вам в вашей работе. Потому что замучили все эти проблемы с отображением цветов, особенно когда проблема именно в мониторе. Я работала на ноуте с TN-экраном, и можете мне поверить, хороший монитор, который не будет искажать цвета, это просто залог комфортной работы. И у меня есть один такой монитор на примете, это BenQ PD2725U. Это безрамочный 27-дюймовый монитор с 4К разрешением и 100% охватом CRGB и 95% охватом P3. Это означает, что монитор охватывает большую часть спектра естественного происхождения. Также у монитора Delta E меньше 3. Сам монитор выглядит очень стильно и с легкостью впишется в ваше рабочее пространство. Просто посмотрите, как он круто сочетается с моим серым ноутбуком. Стоит заметить, что здесь довольно большая подставка под монитором, но она тонкая, так что мне, в принципе, это не мешает. Также здесь есть джойстик для управления, и это просто мега удобная штука. С помощью него можно быстро переключать цветовые профили и настраивать яркость монитора. Углы обзора здесь просто огромные, что действительно позволяет взглянуть на работу под любым углом. Режим Dual View помогает оптимизировать рабочий процесс и повысить производительность за счет отображения картинки сразу в двух режимах, в двух рядом расположенных окнах. А технология защиты глаз позаботится о ваших глазах и снизит их утомляемость. Чтобы отображать изображение естественно и стабильно, BenQ разработали еще одну технологию Uniformity, которая обеспечивает точную настройку цвета и яркости по всей поверхности экрана. Даже тут и тут везде. Разъемов здесь целая куча. Тут вам и 2 HDMI, DisplayPort, 3 USB 3.1 и 2 порта USB Type-C, имеющие функционал Thunderbolt 3. Также монитор может заряжать девайсы до 65 Вт, которые поддерживают эту возможность. Конечно, на камеру это передать тяжело, но качество картинки здесь просто отличное. И вряд ли с таким экраном у вас получится сделать перенасыщенную картинку. Монитор BenQ PD2725U послужит отличной опорой в вашей работе, а цветопередача по технологии AQ Color вас сильно порадует. Подробную информацию я оставлю в описании под роликом, так что если заинтересовался, скролль вниз и кликай на ссылку. Ну а я перехожу к теме ролика. Ну и начнем, наверное, с первой ошибки, которая немного перекликается с ошибками в обтравке. Это переходы между объектами. Постоянно на арте возникают моменты, когда тебе нужно совместить, например, дорогу и обочину, дерево и землю, воду и берег, одну траву с другой, персонажа и землю, и все в этом духе. Вообще в фотобаше совмещение одних картинок с другими — это основа. И часто появляется такая проблема. Новички забывают, что края между объектами очень важны и требуют проработки. Чаще всего такие края делают или очень мыльными, сильно размягчая границы, даже если это твердый камень входит в твердую землю, из-за чего создается такой мягкий, непонятный переход и даже странный блюр, как здесь с лавой на скалах или здесь с облаками. Или же перехода между текстурами просто нет, и одна текстура очень резко сменяется другой, из-за чего все тоже смотрится нереалистично, и картинка будто начинает парить над другой, как здесь с дорогой или тут с йодой и песком. Лечение данной ошибки элементарное, но не очень легкое в исполнении. Во-первых, нужно качать насмотренность и постоянно держать в голове элементарные свойства объектов, такие как объем, вес и текстура. Если вы не знаете, как выглядит переход от дороги к обочине, то можно пойти в Google и найти какие-нибудь фотографии, которые послужат вам референсами. И так совсем. Например, если твердый камень лежит на земле, то переход между ним и землей не будет ровной полоской, он будет объемным, учитывая объем и текстуру камня. Во-вторых, нужно правильно подбирать текстурные кисти для перехода. Например, если вы хотите совместить два каких-то куска земли, вам может помочь не обычная мягкая кисть, а какая-нибудь текстурная кисть с землей, которая сделает переход между объектами более реалистичным. Никогда не бросайте верхушки скал ровными
или заблюренными. Это сильно портит картинку. Камень очень текстурный материал, и нужно потратить время на то, чтобы сделать края более реалистичными за счет прорисовки на маске неровностей. Еще один маленький совет, который я подсмотрела в видео Макса Асабина. Сначала делайте набросок, в котором совмещаете все края, а только потом начинайте подгонять цвета. Потому что с подгоном цветов все будет смотреться намного лучше, и поэтому, если вы сразу его сделаете, то ваш глаз может замылиться, и вы забудете проработать края. Если рассматривать примеры, которые я показывала ранее, то здесь с помощью текстурной кисти облаков получилось бы сделать край более реалистичным, а здесь получилось бы добавить выпирающего песка перед одеждой Йоды, что больше бы вписало его в картинку. Ну и ровные края горы смотрелись бы здесь намного лучше. Вторая ошибка — жирный контурник. Уж очень его полюбилось всем пихать везде, и в красочных артах это смотрится неплохо, но только если свет сделан объемно, а не плоской линией одной толщины по всем краям объекта. Вот простой пример. Сравните две эти работы. Везде есть контурный свет, но на одной работе он смотрится хорошо, а на второй не совсем. Вообще у жирного контурника несколько грехов. Первое — это линии одинаковой толщины по всем краям. Второе — пихать жирный контурник везде, даже там, где это не нужно. И чтобы это пофиксить, давайте разберемся, откуда берется такой свет. Контур появляется из-за резкого направленного источника освещения за объектом. Например, на этой фотографии мне в бок светит яркое солнце, и видно, что вокруг меня появляется такая контурная линия. Но заметьте, она текстурная, она разной толщины, и где-то ее вообще нет. Когда мы делаем неоновый арт, мы подразумеваем, что свет у нас будет с разных сторон, и часто в таких артах не очень сильно задумываются над реалистичностью происхождения источника освещения. Просто выбирают несколько точек за кадром и решают, что, например, слева идет красный свет, справа синий, сверху зеленый, и начинают рисовать цвет, исходя из этого предположения. Но при этом обязательно учитывают текстуру объекта, материал объекта и удаление от источника освещения. С удалением все понятно. Чем дальше от источника освещения, тем тусклее. А что там с текстурой? У меня есть простой пример. Хлопковая темная рубашка не будет так же отражать свет, как кожаная куртка. И в случае рубашки нужно будет текстурно и не очень ярко нарисовать свет, а в случае кожаной куртки будет прям такой яркий свет, такое отражение, прям такие хорошие засветы. И это при том, что куртка и рубашка могут находиться на одном удалении от источника освещения. Такие дела. Короче говоря, главное, что я хочу, чтобы вы поняли из этого пункта. Не нужно пихать жирный контурник абсолютно везде. Если вы хотите сделать крутое освещение, существует куча способов, как обойтись без этих полосочек. Ну и второе, даже если звезды сошлись и вам нужен именно контур, то все равно нужно учитывать, что он не будет ровной полосочкой везде. И лучше, прежде чем рисовать, посмотрите референсы со сходным типом освещения. У меня есть несколько гайдов по рисованию света. Вы можете найти их по подсказке, и я надеюсь, они будут вам полезны. Третья ошибка — неправильное использование блюра. Уж очень любят у нас фотошоперы блюрить что-нибудь на переднем плане, не думая, насколько это правильно. И я сама этим сильно грешила. Но одно дело в арте, который позиционирует себя как какой-нибудь арт-постер, заблюрить провода для объема на переднем плане, а другое — просто рандомно заблюрить один объект на переднем плане, забыв про все остальное. Отсюда возникает несколько самых распространенных ошибок. Первое. Когда твой блюр доходит до того, что ты просто не понимаешь, а что это за субстанция на переднем плане, а некоторые вообще кидают что-то размытое реально на пол картинки, и тут только один вопрос: а зачем? Второе. Сильно размыть дальний план и оставить очень четкое небо. Это смотрится странно, особенно если у вас какие-то размытые горы на дальнем плане, и сразу над ними начинается такое резкое текстурное небо. Это прям выглядит странно и неправильно. Если уж блюрите горы, тогда небо должно быть тоже каким-то более мягким и размытым. Оно же тоже где-то там, вдалеке. Третье. Размыть один объект на плане, но при этом весь план будет четким. Тут как бы тоже логически даже неправильно, потому что если этот объект находится в этом плане, значит весь этот план будет размыт. Так что размывать только один объект из плана — это неправильно. И четвертое. По кругу размыть края у картинки, а центр оставить четким. Некоторые думают, что это добавляет динамики, но этим нужно уметь пользоваться, чтобы это добавляло динамики. И чаще всего получается так, что у вас просто картинка, в которой объекты в центре четкие, а по краям разблюрены, хотя по краям даже ближе и должно быть более четким. В общем, странно получается, не нужно так делать. Вообще, если разбираться с тем, как именно работает блюр у камер, следует заметить, что по факту у нас создается фокус на каком-либо объекте, например, на человеке, и тогда именно он будет максимально четким, а все, что отдаляется от него, причем к камере,
камере или от камеры будет постепенно размываться в зависимости от удаления. Вы можете заметить такое, например, когда смотрите на мое приветствие в начале ролика. Фокус обычно на моем лице, полки за мной немного размыты, и микрофон, который передо мной, тоже немного размыт. У нас же в артах часто получается, что размыт только передний план, а все остальное резко становится четким. Переход в блюр тоже должен быть плавным и правильным. И блюр — это действительно сложная тема, а не штука, которую ты используешь, чтобы спрятать косяки в фоне. Какой здесь совет? Если блюрите какой-то объект на плане, то, скорее всего, весь план будет также размыт. И дальше сила блюра будет постепенно уменьшаться к точке фокуса. И вообще лучше прям сильно не блюрить объекты, а то они действительно доводятся до состояния непонятной массы, которая никак не воспринимается в работе. Если вы все же решились блюрить, например, задний план, для реалистичности делите его еще на несколько планов по удаленности и уменьшайте блюр на планах, которые ближе к точке фокуса. Четвертая ошибка — потеря объема. Как-то это очень обобщенно сейчас звучит, но конкретно сейчас я буду говорить о потере объема за счет источников освещения. Вот простой пример. Свет на разном удалении выглядит абсолютно одинаково, хотя тут мы видим, что это абсолютно одинаковый источник освещения. Да, не всегда, но чаще всего, практически вот всегда. Если у вас одинаковые источники освещения, то чем дальше, тем менее яркими и менее насыщенным будет свет. Если у вас огонь на переднем плане и огонь на дальнем плане, сделайте огонь на заднем плане более тусклым, и тогда работа будет смотреться намного лучше. Ну и пятая ошибка — это нечитаемость главных объектов. Часто замечаю такое, что вроде и неплохо, но ты не сразу понимаешь, что за объект расположен на арте или на что вообще обращать внимание. И тут опять же бывает много различных причин, почему так. И обтравка, и блюры, какая-то грязь. Но чаще всего это именно проблемы с тоном, когда у вас нет четкого разделения по тону в зависимости от плана. Так, что она только что сказала? Показываю на примере. Вы, возможно, не заметили сразу, но здесь есть бокал. Или здесь голова персонажа сливается с кораблем, а ноги с землей. Почему же так происходит? Давайте включим ЧБ и посмотрим на тон. Сразу можно будет заметить, что, например, голова человека по тону в целом практически такая же, как и корабль, который находится на значительном удалении. Да еще тот факт, что на носу корабля очень темные водоросли, забирает на себя очень много внимания, и голова персонажа просто теряется. Если действовать по простому принципу «дальше от нас светлее, ближе к нам темнее», и немного затемнить голову персонажа и высветлить нос корабля, то получится вот так. Намного лучше. Ну и если подправить тон у остальных объектов на этом арте, картинка станет читаться намного лучше. Проще говоря, нужно следить за тоном, чтобы ваши объекты не сливались, например, с фоном из-за того, что по ошибке находятся в одной тоновой группе. Такие дела. Вот такие самые частые ошибки оказались в этом видео. Обязательно смотри первую часть и по традиции напиши в комментарии, сколько из перечисленных ошибок ты замечал в своих работах или замечала. Самое главное, помни, что ошибки — это нормально, их допускают абсолютно все, и с помощью ошибок учатся. Поэтому нужно учиться видеть ошибки в своих работах, признавать их и, самое главное, стараться исправить в следующих работах. Конечно же, большое спасибо тебе за просмотр, удачи тебе в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!